День 1647. Алекс на связи. В основном все, конечно, заняты какими-то делами. И нет совсем времени заниматься умным домом и делать какие-то автоматизации, писать, изучать какие-то датчики и устройства разные. Вообще, конечно, интересный вопрос. Может ли умный дом сэкономить такой ресурс, как время? Конечно, я изучаю умный дом, трачу достаточно много времени на это изучение, изучаю разные технологии. И, конечно, мне, в принципе, этим интересно заниматься. Но в последнее время, по понятным причинам, у меня гораздо меньше времени уходит именно на изучение умного дома, разных экспериментов. И в таком случае я, конечно, тоже могу понять, как найти это время, найти разные способы и посмотреть, как другие могут найти такое время. Конечно, я не рассматриваю вариант автоматизации самый простой, там купить какую-нибудь умную розетку, поставить приложение и написать минимальный сценарий, чтобы это работало, или просто вручную включать и выключать эту розетку. Тут, конечно, совсем много времени тратить не нужно. Это все делается очень быстро, и особых изысканий в том плане, чтобы понять, какая будет от этого экономия, вообще не требуется. Но если уже рассматривать умный дом как полноценную систему, которая будет помогать, в том числе и экономить время, то, конечно, нужно уже брать нормальные решения. Это может быть либо, конечно, какой-то фирменный шлюз, который позволит полноценно разные устройства объединить. Но и этот вариант тоже, скорее всего, не подойдет, потому что он недостаточно гибок, в нем очень много ограничений. И, конечно, для того, чтобы все эти ограничения снять, особенно автоматизация, она в первую очередь, конечно, направлена на то, чтобы заменить, чтобы не делал это человек вручную. И поэтому автоматизации должны писаться очень удобно и хорошо. Есть несколько систем, в которых тоже развивается очень сильное направление, связанное с написанием сценариев. Есть от Google такое направление, есть от Samsung направление их экосистемы. Есть от Apple, тоже очень много внимания уделяется развитию написания сценариев. И во многих из этих систем есть даже возможность просто на языке программирования дописывать разные скрипты, если вдруг каких-то сценариев будет недостаточно стандартными средствами сделать. Но это тоже все-таки ограничение. Во-первых, эти экосистемы поддерживают не все устройства и всех производителей, и поэтому, конечно, чаще просто там это невозможно сделать по разным техническим причинам. Поэтому у нас, конечно, тоже это популярна больше экосистема Яндекса, и эти системы, в которых можно разрабатывать сценарии, тоже интегрировать с Яндексом не получится, а в самом Яндексе написание сценариев пока все еще, конечно, на начальном уровне, и тоже не получится нормально делать хорошие скрипты. Поэтому основным решением это будет все-таки сделать свой сервер умного дома, какой-то на каком-нибудь оборудовании типа мини-ПК, например, взять Raspberry или, как я сейчас больше ориентируюсь, на Orange. В принципе, есть еще разные такие же производители, даже есть российский производитель, который делает аналогичные микрокомпьютеры. И на них уже пытаться полноценно устанавливать систему умного дома, делать все нужные настройки. Тогда, конечно, написание скриптов и автоматизации выйдет на максимальный уровень, и тоже можно будет вплоть до того, чтобы просто на языках программирования делать разные автоматизации, которые будут экономить время. В целом настройка такого сервера это не очень долго, то есть установить операционную систему на сервер занимается всеми настройками максимум часа 3. Это чтобы скачать образ, его залить на какую-нибудь SD-карту, первичную инициализацию сделать этой системы,
подключиться к этой системе, настроить там удаленный доступ к рабочему столу или по SSH подключиться и научиться этим минимально пользоваться. Сделать какие-то первичные настройки и конфигурации. Это не так уж и долго. Ну, и если, допустим, для Orange это еще и во внутреннюю память перенести операционную систему, в принципе, это все не очень долго. Ну, дальше еще выбрать какую-то систему умного дома, например, самую распространенную и, в принципе, быстро развивающуюся, это Home Assistant. Я тоже на нее, в принципе, смотрю. Мне кажется, что она наиболее оптимальна с точки зрения текущего использования. Поэтому даже тут можно много времени не тратить, просто ее установить. Понятно, для интеграции, если нужен какой-то еще стик, то тоже установить дополнительные сервисы для работы с этим стиком. Но и в Home Assistant они тоже есть. Такой сервис, как отдельный модуль, поэтому, в принципе, он может и сам запуститься. Ну, конечно, тут надо будет купить этот стик сначала и, возможно, даже его перепрошить, если заводская прошивка, она не будет подходить по каким-то параметрам. Но это тоже не очень долго все. И, в принципе, тоже может занять максимум часа 3. Это если что-то пойдет не так. То есть надо будет какую-нибудь версию, допустим, Python обновить или еще что-то установить на этом сервере. В принципе, это не очень долго. Потом некоторое время, конечно, займет еще подключить разные устройства. Скорее всего, это будут устройства Zigbee, потому что Wi-Fi это совсем уже другая история. И использование облачных подключений, интеграции это совсем непросто. Но если это устройство от Zigbee, работающее по протоколу, то, в принципе, через стик нужно будет потратить некоторое время, просто чтобы понять, как это работает, а дальше все пойдет очень быстро, и настройка будет сделана достаточно оперативно. И самое последнее, это, конечно, уже разобраться с интерфейсом системы умного дома, понять, какие датчики, что умеют делать, и устройства, какие команды могут выполнять. И просто уже писать сценарий, тут уже по вкусу, до тех пор, пока не надоест или пока все не будет автоматизировано. Может быть, в какой-то момент времени это просто перейдет в хобби, и уже не надо будет думать о том, экономит это время или нет. В принципе, конечно, за одни выходные можно вполне управиться, и даже, в принципе, за один день можно управиться с настройкой этой системы умного дома. Дольше, наверное, придется ожидать, пока все это приедет из магазина. Но в целом, конечно, экономия времени, она есть, и очень часто рассказывают, например, экономию на управление освещением, что в каждой комнате очень много лампочек, разных люстр, светильников, которые нужно периодически выключать, либо когда уходишь куда-нибудь из дома или пришел, наоборот, нужно все включать, или когда ложишься спать, и, соответственно, нужно тоже все выключить, а утром все снова включать, ходить. Конечно, это долго достаточно. То есть, если, например, перед выходом нужно выключить весь свет, просто пройдя по всем комнатам и понажимав на все выключатели, это точно будет не меньше минуты. И если 1 минуту тратить хотя бы 1 или 2 раза в день, то за год это будет почти 6 часов времени, которое потребуется просто на эту операцию. И дальше уже можно понять, что если получится какие-то эти операции, например, выключение света по всей квартире или в доме, тем более многоэтажном, где 2 или 3 этажа, например, и есть разные еще помещения, сильно разнесены в разные стороны, или квартира большая, и светильников не очень много, то, конечно, таким образом будет гораздо проще выключить одной кнопкой все эти светильники. Мне при ремонте в квартире электрик тоже предлагал сделать выключатель общий, но, конечно, этот выключатель, он просто на самом деле управлял, по примеру, как это сделано было в гостиницах.
и в некоторых все еще это так работает, что есть общие выключатели, которым выключается вся часть электричества, связанная с освещением. Но, конечно, если светильник воткнут в розетку, то, конечно, таким образом он не выключится, и нужно будет все равно его выключать вручную. Поэтому, если используются разные умные лампочки, разные умные выключатели, розетки умные или реле, то, конечно, таким умным домом можно будет сделать одной командой, чтобы все это выключилось. Неважно, воткнуто оно в розетку или вообще постоянно питается от сети, например, как умная лампочка, или еще каким-то образом. Но есть ограничения, если светильник, например, имеет сенсорное управление, то, конечно, выключить его можно будет, так, но включить уже маловероятно, что он автоматом включится. У меня есть несколько таких ламп, они, конечно, при подаче питания сами не включаются. Ну, еще есть, конечно, вариант, например, управления теплым полом или обогревом каким-нибудь, если используется дополнительный радиатор отопления или даже и центральное отопление используется, то температура она достаточно часто меняется в комнатах, и в зависимости от ветра на улице, и от погоды на улице, и от сезона года. И, конечно, иногда хочется, чтобы, допустим, в вечернее время или ночное была температура пониже в комнатах, а днем повыше. Можно, конечно, поискать обогреватели, которые так умеют делать, но это очень маловероятно, что они найдутся вообще, ну, либо это будут уже практически умные выключатели, которые просто через приложение можно будет настраивать. Поэтому таким образом тоже достаточно сложно ходить и регулировать эти все обогреватели, а тем более, когда уходишь из дома, то нужно их выключить тоже, а когда приходишь, нужно включить, иначе будет холодно. Конечно, это тоже можно сделать через систему автоматизации. И в принципе, я тоже посмотрел, это в принципе занимает порядка 1 минуты. Также, чтобы обойти все обогреватели, посмотреть. Ну и даже если это через приложение делать, это тоже достаточно долго. Это нужно запустить приложение, в нем нужно зайти там в определенный раздел и выставить температуру. То есть даже такая регулировка минимальная, она тоже занимает порядка 6 часов в год. Но вообще, если автоматизация сделана на гораздо больший период, то, конечно, там за 5 лет это уже будет 30 часов, что, в принципе, можно вполне потратить на то, чтобы очень качественно сделать такую автоматизацию в умном доме. Также может быть интересным вариантом это поставить датчики открытия дверей и окон, допустим, на окна, и для того, чтобы не нужно было каждый раз перед выходом проверять, закрыты ли все окна в доме или в квартире. Конечно, проще сделать какой-то сценарий, показывающий, что при выходе из квартиры делается проверка всех этих датчиков и автоматически оповещается, что нужно закрыть определенное окно. Если все окна закрыты, то, соответственно, там будет оповещение или просто, например, тот же свет выключится автоматически во всех комнатах перед выходом. Я специально сделал проверку, сколько у меня займет времени пройтись по всем комнатам и проверить все окна. Это достаточно сложно, потому что многие окна закрыты шторами, нужно подойти вплотную и посмотреть, открыто окно или нет. Есть некоторые окна, которые просто находятся достаточно далеко, и нужно прямо до них дойти. Например, у меня есть окно на балконе такое, и только тогда будет понятно, открыто оно или нет. И, конечно, это все отнимает тоже очень много времени, и у меня это вышло где-то 30 секунд просто пройтись по всем комнатам. Это уже не говоря о том, что просто закрывать еще дополнительно эти окна. Ну и самое главное, конечно, что все эти системы умного дома, они могут, конечно, и не только экономить время,
и дают возможность эти все сценарии разрабатывать в то время, когда находишься вне дома, например, едешь в электричке или в метро, или находишься в отпуске. И таким образом тоже можно улучшать умный дом, даже когда, в принципе, больше нечем заняться.